Доброго времени суток, поклонники серии Worms, с вами Вита. И прямо сейчас я бы хотел произвести инструктаж по игре в Worms Armageddon. Если вы по каким-то причинам не в курсе, что на Armageddon до сих пор выпускает официальное обновление, а также то, что идет круглосуточная работа официального сервера для игры в онлайн, и еще то, что на Armageddon делаются любительские моды, то я вам рекомендую посмотреть мой обзор Worms Armageddon Forever. В нем вы узнаете, что игра живее всех живых и без проблем можно запустить на современных операционных системах, будь то XP, Vista, 7 и даже некоторые операционные системы семейства Linux. Однако, посмотрев мой старый обзор, некоторые игроки сказали, что Worms World Party все равно лучше и нравится им больше. Но ведь это полный абсурд. Эти две игры сделаны на одном и том же движке, с совершенно одинаковыми графическими спрайтами, озвучкой и анимацией. Посудите сами, Armageddon вышел в 1999 году, а World Party в 2001 являлась небольшой доработкой Armageddon, которая далее и не обновлялась. А вот на сам Armageddon патчи делают и до сих пор, а фанаты делают еще и моды. И как у вас еще язык поворачивается утверждать, что мировая вечеринка лучше? А хотя, знаете, это дело психологии. Мне вот GTA 3 нравится намного больше, чем GTA 4. И связано это непосредственно с эмоциями, которые испытал в детстве, играя в третью часть. А играть я в нее начал в далеком 2002 году, когда мне было 12 лет. Тогда компьютеры-то были не у всех, а подобных игр и подавно. И все равно, кто-то умудрится ляпнуть, что миссии Worms World Party намного лучше и интереснее. Да вот только кому они нафиг нужны? Хотя, знаете, дело ваше, играйте. Ну а вот мы, любители Армагеддона, продолжим устраивать сетевые баталии с кучей игроков из различных стран. В то время как любители World Party будут с сожалением и печалью смотреть на совершенно пустой сервер. Но для того, чтобы участвовать в сетевых баталиях, для начала вам необходимо пройти курс молодого бойца. И начнем мы, пожалуй, с самого элементарного, с управления. Оно достаточно простое, но я все равно хотел бы коснуться некоторых моментов. Существует несколько видов прыжков. Обычный прыжок, прыжок над собой, заднее сальто, малое заднее сальто и прыжок назад. Для того, чтобы ходить задом, необходимо удерживать клавишу Shift. Чтобы червь задумался, необходимо нажать клавишу T. Среди оружия есть такая штука, которая называется «Выбор червя». Чтобы ей воспользоваться, для начала необходимо нажать клавишу «Пробел». И когда над вашей головой появятся вот такие вот стрелки, жмем клавишу Tab. В игре достаточно много оружия, и лезть за ним каждый раз в меню довольно-таки неудобно. Поэтому лучше выбирать оружие рядом клавиш от F1 до F12. При помощи цифр в диапазоне от 1 до 5 на гранатах можно устанавливать таймер. А при помощи клавиш минуса плюс можно настраивать уровень отскока от земли. При помощи клавиши Insert можно настраивать детализацию фона. При помощи клавиши Delete настраивать показываемую информацию о черве. А сочетанием клавишем Alt-Delete прозрачность. И применять данное сочетание клавиш можно, когда текст загораживает ландшафт. Играя на больших картах, вам порой не видно, что находится вокруг вас. Иногда вам это мешает зацепиться на веревке за стенку, так как она не попала в кадр экрана. В таких ситуациях весьма полезна комбинация клавиш Ctrl-Home. Благодаря ней камера постоянно держит червя в центре экрана. И вообще, сочетаний клавиш, как и прочего всего, очень и очень много. Но дабы сэкономить всем нам время, я рекомендую вам посетить этот сайт. На нем вы найдете море информации, а также утилиты, патчи, моды и все что угодно. Ну а прямо сейчас я вам устрою получасовую лекцию о применении каждого вида оружия. Готовьте попкорн, смотреть придется очень много. Базука. Помимо обычных выстрелов, базуку можно заставить скакать по воде. Также при наличии попутного ветра базукой можно стрелять через край карты. Еще при помощи базуки можно выполнить вот такой вот глич, или баг, называйте как хотите. Как видите, снаряд словно застрял в черве и сдетонирует где-то через 7-8 секунд. Чтобы выполнить данный глич, вам всего-то необходимо оказаться лишь на нужной высоте. Для того, чтобы оказаться на нужной высоте, необходимо залезть на червя двумя шажками. Первый шаг и второй. Затем под углом ровно в 90 градусов опускаем веревку в потолок, жмем клавишу Enter и сваливаем куда подальше. Ну а если приноровиться и научиться вымерять эту высоту на глаз, то можно ставить базуку прямо на воздух. А вот тут необходимо, чтобы ваш червь висел на расстоянии от земли где-то в 1 пиксель.
Но на деле установка базуки на воздух это не более чем понты перед нубами, ибо данный глич практически бесполезен и применяется крайне редко. Самонаводящаяся ракета. Ну а здесь принцип ровно такой же, как и у базуки. Можно стрелять через край экрана, использовать все тот же глич. Ну а еще можно стрелять через воду. Главное не передержать клавишу огня, иначе ракета просто исчезнет. И стрелять можно не только с земли, но и с реактивного ранца. Или веревки. Далее. Мортира. У мортиры есть такая особенность. Ей нельзя стрелять под углом ровно в 90 градусов. Связано это с тем, что в вышедшей 2 годами ранее версии Worms 2 таким образом можно было убить червя всего одним выстрелом. Тем самым лишая игру самой важной вещи – баланса. Ах да, глич работает и с мортирой. Ну а если вам надоело играть, вы можете эффектно покончить с собой, сев на бочку и пальнув в нее под углом в 45 градусов. Почтовый голубь. И здесь ничего нового. Глич, атака через край экрана, да и по сути все. Овцемет. Овцемет довольно-таки неплохо работает в паре с низкой гравитацией, что позволяет увеличить его дальность стрельбы в несколько раз. Также с данным видом оружия можно проделать глич, только немного иным способом. Для начала упадите на вражеского червя, чтобы занять ту же позицию, что и он. Затем прямо с земли выпускаем веревку в потолок и поднимаемся на такой уровень, чтобы перекрыть противнику глаза. Выбираем овцемет, жмем клавишу Enter и сматываемся. Граната. Еще раз напомню, что у гранаты настраивается таймер, а также уровень отскока от земли. И если хорошенько поупражняться в обращении с ней, то вы сможете настигать свою цель практически в любом месте, лишь бы хватало 5 секунд таймера. А еще, если в воздухе поймать корпусом гранату, то можно пролететь небольшое расстояние, совершенно без повреждений. Но этот трюк довольно-таки тяжело исполнить, поэтому не заостряйте на нем внимание, однако имейте его в виду. Осколочная граната. Принцип данного оружия заключается в том, что после взрыва все осколки устремляются вверх. И если все они попадают в червя, то способны нанести ему фатальный урон. Но почему же осколки летят именно вверх? Дело в том, что в той же версии Worms 2 разработчики допустили ошибку, как и с мортирой. Осколки данной гранаты устремлялись не вверх, а вниз, и если положить ее просто сверху на червя, вы его убивали. Опять-таки внося в геймплей серьезный дисбаланс. Ну а в Армагеддоне осколочную гранату следует класть червю под хвост, когда тот находится на склоне. И если вы сделали все верно, то противник словит большой урон, однако не факт, что вы его убьете. Ну а если вы положите гранату слишком высоко или наоборот слишком низко, то увидите следующее. Еще в некоторых ситуациях, когда вражеский червь стоит на вашей голове, вы можете бросить себе гранату прямо под ноги. Да, безусловно, вы можете серьезно пострадать, однако противнику придется еще хуже. Ну а еще при помощи осколочной гранаты можно и полетать. Банана-бомба. Банан является излюбленным оружием нубов. Бросил его и будет весело. По сути, банан в Вормсах равносилен базуке в GTA. И весь свой потенциал он раскрывает на неразрушаемых картах. Боевой топор. Данное оружие отнимает у червя ровно половину жизней. От 100 единиц 50, соответственно от 200 100, а вот от 101 отнимается лишь 50, ибо число нечетное. Ну а если у червя была 1 единица жизни, то он умирает. Также добавлю, что у топора смещены хитпоинты, что позволяет ему атаковать противника даже через стену. Землетрясение. При активации данного вида оружия все объекты, будь то мины и бочки, вместе с червями начинают хаотично ездить по карте. И если вы не успели спрятаться в углубление, беды вам не миновать. Дробовик. При помощи дробовика можно топить червей, стоящих на балках, стреляя под углом чуть ниже 180 градусов.
Представим такую ситуацию. Имеется два уровня балок. С верхней вы спустили противника, но добраться до второй, спрыгнув вниз, вы не сможете, ибо разобьетесь и потеряете ход. Вы, конечно, попытаетесь выстрелить в него сверху, однако не сможете его утопить. В такой ситуации я советую вам сначала заюзать низкую гравитацию, а только потом атаковать дробовиком. И уже совершенно ничего не боясь, спокойно прыгать вниз и завершить начатое. Порой при нацеливании на вражеского червя вам мешает ландшафт, но стрелять себе под ноги неразумно, поэтому мы делаем следующее. Зажимая клавишу Shift, мы начинаем потихоньку ползти задом. И вот уже свисая с воздуха, смело атакуем противника. И это далеко не все. Так как дробовиком можно выполнить два выстрела за один ход, первым можно пробить ландшафт, а вторым уже атаковать противника. Также дробовиком можно толкать и мины. Иногда карта генерируется так, что в некоторых местах ландшафт равен толщиной в 1 пиксель. И как видите, сквозь него можно спокойно стрелять. Далее, при помощи дробовика можно спускать бочки с балок, что позволяет вам следующим выстрелом нанести противнику еще больший урон. А иногда ради победы можно пожертвовать одним червем. В данной ситуации у нас имеется противник с 65 единицами жизни. Но дробовик способен наносить урон лишь 25 единиц жизни за один выстрел. И если мы выстрелим в противника еще раз, то он останется жив. Но тут есть маленькая хитрость. Мы залезаем на вражеского червя, стреляем себе под ноги. В итоге мы наносим по 25 единиц урона и себе, и противнику. Однако, поскольку у нашего червя было всего лишь 15 единиц жизни, сдетонировав, он умирает, забирая с собой в могилу и противника. И благодаря такой тактике можно одержать победу при помощи двух полудохлых червей. Пистолет. Поскольку пистолет делает 6 выстрелов с большим интервалом, его можно использовать для поражения сразу нескольких целей. Встречаются ситуации, когда, убив противника, тот скатывается к вам и, сдетонировав, уносит вас с собой в могилу. Но данную ситуацию можно избежать, как раз для этого вам и понадобится пистолет. УЗИ. При помощи УЗИ без проблем можно столкнуть сразу несколько червей в воду. Также поднять противника в воздух, если тот сидел на краю ландшафта. Ну а если над ним еще была мина с таймером в 0 секунд, то это еще круче. Пулемет. По сути, это все тоже УЗИ, только намного мощнее. И им довольно-таки неплохо пробивать ландшафт. Ну а если ваш противник окажется зажатым в углу, то вы способны нанести ему 100% урон. Лук. Как вы сейчас видели, в оригинальном названии присутствует слово long, что означает долгий. И да, стрела летит долго, точнее бесконечно. Она упадет лишь в том случае, когда под ней кончится ландшафт. Ну а так, сам по себе лук отлично подходит для толкания мин. И, пожалуй, главной его фишкой является то, что им можно блокировать противника. Стрелы, которые воткнулись в ландшафт, становятся его частью. В итоге, чтобы выбраться, противник теряет один ход, что весьма выгодно для вас. Заблокировав противника, особо не обольщайтесь, если тот не идиот, он все равно вас достанет. Иногда вам не хватает совсем немного, чтобы допрыгнуть до нужного места. Но, как я и сказал ранее, втыкаясь в ландшафт, стрелы становятся частью его. Используйте это с умом. Помимо всего прочего, луком довольно-таки неплохо можно толкать противника. И в отличие от дробовика, использовав его вплотную, он не наносит вам урона. Запомнив все эти нюансы, можно вытворять вот такие вот комбинации. Особенно удобно толкать противника с горки в воду. Однако я не рекомендую вам это делать на ландшафте с травой, ибо червь будет за нее цепляться. Огненный удар. Им также можно подбрасывать мины, разрушать ландшафт, собирать ящики и доставать противника из-под земли в прямом смысле этого слова. А еще и можно строить себе лестницу наверх вот таким вот методом. Однако сейчас вы видите, как червь делает за один ход несколько атак. Это реализовано при помощи модуля Rubber Worm, который необходимо скачивать отдельно. Ну а без данного модуля, чтобы прорыть вот такие вот туннели, вам необходимо потратить около 5 ходов.
Шар дракона. Данный вид оружия вовсе не обязательно использовать прямо вплотную, оно также работает и на небольшом расстоянии. Это вам может пригодиться, чтобы толкать все те же мины. Или выбить противника рикошетом от стены прямо в воду. Но иногда рикошет вам наоборот мешает, чтобы утопить противника. Но и тут есть своя маленькая хитрость. Если противник частично висит в воздухе, подбросьте его при помощи заднего сальта. А затем, прямо в воздухе, активируйте шар дракона. Камикадзе. Данным видом оружия без проблем можно утопить всех червей, стоящих на одной линии вблизи от обрыва. А еще так, или вот так, вариантов масса. Ну а если ваш противник достаточно далеко от воды, все равно вам это не мешает его утопить. Суицидальная бомба. При помощи этого оружия вы самоуничтожаетесь, оставляя после себя ядовитое газовое облако. Весьма удобно, чтобы нагадить противнику перед выходом из игры. Тычок. Допустим, вам нужно столкнуть противника в воду, но вам мешает маленький выступ. Вот на этот случай пригодится тычок. Он подбрасывает противника в воздух, что позволяет преодолеть выступ. Ну и конечно же, можно толкать мины. Ну а если противник зажал вас в углу, вы сможете его толкнуть и выбраться из блока. Динамит. Большинство новичков используют динамит совершенно необдуманно, положив его абы как на противника. Ну а если правильно положить его с края головы червя, то без проблем можно топить противника даже с середины карты. А в комплекте с низкой гравитацией это делать еще проще. Но иногда, чтобы утопить червя, вам мешает часть ландшафта. И тут следует знать о такой вещи, как рикошет. И когда вы запомните все нюансы и выучите все траектории полетов, то без проблем сможете отправлять врага туда, куда вам нужно. Но Worms Armageddon — это такая игра, что даже если вымерить каждый свой шаг на 100%, все равно что-то может пойти не так. Или так, но по-другому. Ну а если особо не изощряться, то динамитом можно топить противника, когда тот находится близко к воде. И благодаря его взрывной мощности можно отбрасывать противника даже через стену. Конечно же, это можно проделать и с другим видом оружия. Главное не переборщить. Мина. Мина — это по сути все тот же динамит, только более слабый. И порой ее мощности совсем не хватает, тогда приходится использовать низкую гравитацию. Но суть мины не в этом, она довольно-таки неплохое стратегическое оружие. Представим ситуацию, где вас от противника отделяет тонкая стена. И вот вы эту стену пробили, однако потеряли ход. И тогда противник атакует вас первым, и вы остаетесь в проигрыше. И что нужно сделать, чтобы избежать данной ситуации? Нужно было положить мину у стенки, причем так, чтобы противник с обратной стороны не смог до нее добраться и сдетонировать. И если ваш оппонент так и ничего не придумал за целый ход, мы начинаем действовать. Аккуратно подходим к мине, чтобы сдетонировать ее, и тут же убегаем. Таким образом мы расчистили ход противнику и сможем атаковать его первыми. Но это, конечно, на тот случай, если противник в предыдущий ход ничего не сделал. Но не будь он идиотом, он воспользуется против вас вашей же миной. И весь ваш гениальный план потерпит крах. Помнится, играя в онлайне, я попал в непростую ситуацию. Наступила внезапная смерть, а у меня остался только один червь против двоих вражеских. Но меня спасла данная тактика с миной. Противник, плохо оценив ситуацию, начал самонадеянно строить ко мне подступы. Рассчитав в уме нехитрую комбинацию действий, я бросился в атаку. Овца. Обладая примерно той же взрывной мощностью, что и динамит, овцой также можно топить червей даже с середины карты. Она способна пролезать в узкий проем ландшафта, ровно так же, как и некоторые другие виды оружия. Также овечка способна собирать ящики, собственно так же, как и некоторые другие виды оружия. Ну а если вы пустили овечку с веревки, а та начала залипать в стену, вы можете развернуть ее в другую сторону своим корпусом. А еще в прыжке овечкой можно толкнуть червя прямо в воздухе.
супер-овца, или она же модифицированная аква-овца. Как вы только что видели, овечкой можно столкнуть червя в воздухе. Но поскольку супер-овца способна летать, убив одного червя, можно и дальше устраивать беспредел. Также ей весьма удобно собирать ящики. И, конечно же, аква-овца способна плавать под водой, что дает вам еще больше возможностей добраться до противника. Кротобомба. Крот грызет ландшафт. Порой это может вам помочь, чтобы добраться до нужной цели. Ну а в целом тут добавить больше и нечего. Авиаудар. При помощи стрелок влево и вправо можно выбирать, с какой стороны будет производиться бомбардировка. Авиаударом можно сталкивать и мины. А иногда в редких ситуациях бывает и так, что первая ракета, попадая в червя, задает ему траекторию, по которой в воздухе он соберет все остальные ракеты и получит большой урон. Удар напалмом. Все, что я хочу сказать, это то, что перед применением данного вида оружия стоит учитывать ветер. Если вы этого не сделаете, то вряд ли достигнете желаемого результата. Почтовый удар. Перед применением данного вида оружия также стоит учитывать ветер, ибо данное оружие также к нему чувствительно. Минный удар. Данный вид оружия сбрасывает сразу 5 мин на карту. Эскадрон кротов. Данное оружие вызывает сразу 5 кротов, которые начинают грызть ландшафт прямо до дна, попутно атакуя червей, которые оказались на их пути. Паяльная лампа. Паяльной лампой можно рыть не только ходы, но и атаковать противника. Кстати, здесь есть один интересный момент. Дело в том, что длина балки и выжигаемого паяльной лампой тоннеля совершенно одинаковы. Благодаря этому можно сначала замерить длину пути и, убедившись, что все расчеты верны, уже действовать наверняка. Собственно, балка также равна длине пути старушки. Или размеру кратера от взрыва динамита, ну или все той же старушки. Точно таким же способом можно замерить путь атаки камикадзе, и длина его атаки равна не одной балке, а 3. И исходя из этих измерений, вы можете спокойно и уверенно атаковать противника. Отбойный молоток. Порой противник засядет так, что за один ход до него добраться не получается. Как раз для таких случаев и нужен отбойный молоток. Еще им можно засверлить противника до смерти, вместе с собой. Также, используя его с веревки, им можно заменить парашют, перелетая большое расстояние карты совершенно без повреждений довольно быстро. Балка. Порой встречаются практически безвыходные ситуации, когда противник превосходит вас числом, да и атакует еще первый. Но зная, какой червь будет ходить следующим, вы можете заблокировать его балкой, тем самым выиграв немного времени, чтобы разобраться с другим червем. Также, если вы летите на парашюте или свисаете с веревки или банджи, вы можете использовать балку для опоры, дабы избежать падения в воду. А еще вы можете использовать балку, перемещаясь на веревке в качестве опоры для толчка. Бейсбольная бита. Бейсбольная бита плюс низкая гравитация – отличный способ, чтобы зашвырнуть противника в воду, даже через большое расстояние. При помощи биты можно отлично швыряться минами, заставить червя поскакать по воде или топить противника рикошетом. Как и мортирой, бейсбольной битой нельзя атаковать под углом 90 градусов. Однако, если взять базуку и поставить ее прицел максимально вверх, затем на ходу выбрать биту, то вы все-таки сможете подбросить противника под углом 90 градусов. И таким способом можно выбивать противника в воду от рикошета взрывной волны бочки. Набор балок. Это все та же балка, но в количестве 5 штук. Веревка ниндзя. При помощи веревки можно быстро и удобно перемещаться по карте. На стандартной схеме вы можете сделать 2 выстрела веревки за один раз, например, для того, чтобы перехватиться за другую часть ландшафта. Причем от 2 перехватов веревка тратится всего 1. Ну а если хорошо научиться ей владеть, то можно вытворять вот такие вот вещи.
И, пожалуй, немаловажной особенностью веревки является то, что ей можно толкать червей. Благодаря этому их можно собирать в кучу, а потом уже атаковать. В онлайне на общем канале толкание с веревки включено по умолчанию. Ну а для тренировок в офлайне вам необходимо включить данный параметр в настройках игры. Если же у вас нет этого меню, значит у вас не установлен последний патч. Ну и еще добавлю то, что с веревки можно упасть на червя, чтобы пройти сквозь него, если тот вас блокировал. Банджи. Большинство новичков не понимает, как же активировать банджи. Все, что вам нужно, это заранее ее выбрать и направиться в сторону обрыва. Она сама раскроется. Также вы можете спускаться на ней вниз через край экрана. Или, повиснув в воздухе, телепортироваться в более безопасное место. А если хорошенько раскачаться, то можно перелететь достаточно большое расстояние. Еще банджи можно использовать вместо веревки, например, чтобы столкнуть противника с обрыва. В комбинации реактивной ранницы и банджи можно проделать кое-какой трюк. Для этого вам необходимо в полете отпустить клавишу вверх и нажать стрелку влево или вправо, плюс пробел. Если вы сделали все верно, то увидите следующее. Вы повиснете на банджи прямо в воздухе, и из такого положения вы можете также толкнуть червя. Парашют. Парашют раскрывается автоматически, либо при нажатии клавиши пробел, причем в воздухе его можно использовать несколько раз. Также автоматическое раскрытие парашюта служит отличной страховкой, когда у вашего реактивного ранца кончается топливо. И пока вы плавно парите на парашюте, вам никто не мешает сбросить на противника, к примеру, динамит. Еще если вы, раскачиваясь на веревке, слегка ударились о стену, вас также спасет автоматическое раскрытие парашюта. Но я заметил, если объяснить 10 разным людям все, что вам сейчас показал, 9 из них все равно все сделают неверно. Я еще раз заостряю внимание на том, что сначала нужно удариться о стену, и только потом парашют откроется. Также парашют может сам раскрыться, если вы упадете сверху на червя. И изредка бывает и так, что парашют раскрывается мгновенно, практически у основания земли, тем самым спасая вас от повреждений. Иногда вы не можете допрыгнуть до нужного места, но при наличии попутного ветра, если заюзать в воздухе парашют, вам все-таки удастся запрыгнуть на нужный уступ. А иногда, сделав заднее сальто, можно миновать яму, опять-таки добравшись до нужного уступа. И ровно так же, как и при помощи банджи, вы можете спуститься на парашюте вниз через край экрана. Но это еще не все. Еще на закрытых картах можно ходить по потолку. Для этого вам необходимо, встав спиной к краю карты, сделать заднее сальто и тут же активировать парашют, в результате чего вы сможете ходить прямо по потолку. Но только не думайте, что вы в полной безопасности. Телепорт. Телепорт тоже можно использовать в стратегических целях. При наличии у вас двух полудохлых червей вам необходимо телепортироваться над противником так, чтобы ваш червь от падения получил повреждения. В итоге, сдетонировав, вы убиваете себя и противника. Еще можно телепортироваться на мину так, чтобы вы своим червем столкнули противника в воду. А при расстановке червей в начале матча можно сделать прыжок. Для этого вам необходимо поставить курсор телепорта чуть ниже ландшафта и нажать клавишу Enter. В результате чего ваш червь сделает прыжок, и вы, не сделав ни одного хода, можете уже победить. И не забывайте, что падая в воду с парашюта, вы все-таки можете спастись. Весы правосудия. Они просто уравнивают жизни между командами. Супер банана бомба. Это все тот же обычный банан, но с возможностью детонировать на клавишу пробел. Святая ручная граната. Культовое оружие серии Worms, обладающее огромной взрывной мощностью. Настолько мощное, что способно зашвырнуть противника прямо в небеса. Огнемет. Огнемет жжет, и жжет не по-детски. Способен прожигать ландшафт. Но вот только не вздумайте использовать его против ветра. Армия спасения.
По сути, все та же старушка, слегка шустрее и намного коварнее. Бомба Мартина Брауна. Довольно мощное оружие, очень чувствительное к ветру. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова способен гореть несколько ходов подряд, благодаря чему ставит противника в безвыходную ситуацию на некоторое время. Иногда можно блокировать не противника, а путь к себе. И хоть вы и не сможете прорваться к противнику сквозь огонь, за вас это могут сделать овечки, старушки, коровы и прочее подобное оружие. Точно так же, как и овцемет, молотов можно устанавливать на червя. Ну а если ваш противник заморозился, кидайте в него молотов. В следующий раз, когда он разморозится, он получит повреждения и потеряет ход. Скунс. При наличии нужного ветра скунсом можно травить противника прямо через стену. И точно так же, как и овечка, он способен пролезать в узких проемах. Бесценная ваза мин. Лучше сбрасывать ее с большой высоты, иначе осколки, которые разлетаются от нее после взрыва, могут попасть и по вам. На неразрушаемых картах в узких проемах точно так же, как и банан, способны нанести еще больше урона. Удар французских овец. Мощно, эффектно и с музыкой. Ковровая бомбардировка. Вызывает с неба налет ковров, которые хаотично скачут по карте. Бешеные коровы. Одна корова хорошо, а две лучше. Да, с ракетного ранца их тоже можно пускать в разные стороны. Обратите внимание, что коровы способны ходить по небольшим ямкам. А еще иногда они перескакивая через червей идут дальше. Старушка. Старушку, как и овечку, можно развернуть в другую сторону своим корпусом. Бетонный осел. Кликнул и наслаждайся. Индийское ядерное испытание. Вызывает наводнение и заражает абсолютно всех червей на карте. Армагеддон. Вызывает метеоритный дождь, после которого от ландшафта практически ничего не остается. Заморозка. Как я говорил ранее, заморозка имеет слабость к коктейлю Молотова. А еще к воде. Ей можно попытаться заблокировать противника, однако тот все-таки сможет выбраться. Но на таких схемах, как Шоппер, он уже ничего не сможет сделать. А теперь рассмотрим одну ситуацию и разные пути ее развития. Допустим, вы заморозились. Противник ставит на вас мину. И конечно же, если ничего не делать, при последующей разморозке вы теряете одного червя. Что же делать в такой ситуации? Вариант первый. Быстро переключиться на предыдущего червя и свалить на веревке. Вариант второй. Переключиться и отбить мину бейсбольной битой. Вариант третий. Тупо заморозиться еще раз. Там, конечно, были еще варианты, но двигаемся дальше. Волшебная пуля простака. И это все та же самонаводящаяся ракета, только намного мощнее. Все, с оружием разобрались, переходим к утилитам. Реактивный ранец. Помимо всего того, что я вам уже показал, им можно толкать и мины.
Низкая гравитация. В принципе, в деле вы ее уже видели. Червяки прыгают выше, противники летят дальше. Быстрая ходьба. Исходя из названия, понятно, что ваш червь начинает быстрее передвигаться. Однако шаг слегка можно ускорить и без этой утилиты, просто часто кликая правой кнопкой мыши во время обычной ходьбы. Лазерный прицел. Пожалуй, совершенно бесполезная утилита для тех, у кого проблемы с глазомером. Без нее спокойно можно обойтись, приложив к монитору лист бумаги или линейку. Невидимость. Данную утилиту вы можете лицезреть, играя только по сети. Вся ваша команда становится невидимой. Однако вашего червя могут выдать звуки от прыжков, веревки, белого шлейфа после падения и слежения камеры. И если противник внимательно за этим следил, он сможет вас найти. И как видите, после смерти ваш червь вновь становится видимым. А также он становится видимым, когда вы производите атаку. Ну а теперь настало время более подробно поговорить о веревке. Я бы хотел вам рассказать... Эй, не спать! Да, я понимаю, что ролик идет уже полчаса, но осталось еще столько же. Крепитесь, бойцы. Итак, веревка ниндзя. Большинство новичков недоумевает, как же так быстро можно перемещаться на веревке, а некоторые вовсе думают, что это какой-то мод. То, что вы сейчас видите на своих экранах, называется роппинг. И научиться данному мастерству далеко не просто. Лично мне потребовался целый год, а потом еще полгода, чтобы закрепить результат. Однако, когда я вернулся из армии, я растерял практически все навыки, и чтобы их восстановить, мне потребовался еще месяц. Да, Worms Armageddon — это та игра, в которой нужна постоянная практика. И если сделать перерыв хотя бы на 1 месяц, а потом вновь сесть за игру, вы по-любому будете фейлить. И что бы я вам сейчас не рассказывал, вам поможет только регулярная практика. Поначалу вы будете падать, потом тонуть, потом снова падать и опять тонуть. Вы будете огорчаться, плакать, сходить с ума. И в какой-то момент впадете в отчаяние. Но не расстраивайтесь, всему свое время. Итак, для начала нам понадобится любая ропперская схема. Если же у вас таковой нет, сделайте ее сами. Зайдите в настройки оружия и сделайте веревку бесконечной. Ну еще и парашют. Затем в разделе «Сила урона» задайте веревке максимальную мощность. Готово! Выбираем необходимую карту и стартуем. Первое, что я хочу вам сказать, это всегда ставьте парашют как второстепенное оружие, он не раз будет вас спасать. Итак, для начала вам необходимо научиться толкаться от стенок. Чем длиннее веревка, тем слабее получается толчок. Соответственно, если веревка короче, то толчок получается сильнее. Регулировать длину веревки мы можем на клавише вверх и вниз. Набрав нужную амплитуду, попытайтесь перехватиться в воздухе за соседнюю стенку. Если не получилось, попробуйте еще раз. И ни в коем случае не делайте веревку очень короткой, иначе вы упадете. Кстати, вы должны запомнить одну очень важную вещь. Если ваша веревка направлена в правую сторону, то если разорвать веревку, а потом снова ей выстрелить, она будет направлена под точно таким же углом, только в противоположную сторону, то есть влево. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, ну опять влево. Надеюсь, вы все поняли. И когда вы более-менее освоитесь, постарайтесь сделать все то же самое несколько быстрее и добраться до потолка. От медленных и плавных покачиваний, словно на качелях, толку не так уж и много. Постарайтесь развить большую скорость, нажимая клавишу пробел очень часто. Только не абы как, а в такт с зацепами и разрывами веревки. Поначалу будет нелегко, поэтому практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. Весь принцип быстрого перемещения на веревке основывается на том, что вам постоянно нужно биться о стены, причем не только об боковые, но и о потолок. А вот так вот можно набирать скорость без боковых стен. Также развить скорость можно и об пол. Вы не сразу освоите данные трюки, поэтому не будем заострять на них внимание и вернемся к чему-нибудь попроще. Спуск с верхней части карты в нижнюю. Казалось бы, банальное дело. Но большинство новичков делает это совершенно нелепо.
Их веревка постоянно направлена вверх, практически под углом 90 градусов, из-за чего, слабо оттолкнувшись, они рискуют упасть, не долетев до соседней стенки. А ведь все делается очень просто. Все, что вам необходимо, это перед падением принять положение параллельно земле. И как я уже говорил ранее, выпустив веревку вправо, в следующий раз выпускаете ее уже влево. Согласитесь, сделать два зацепа куда проще, да и удобнее, чем заниматься вот такой вот ерундой. А еще быстро спуститься вниз можно при помощи трюка, который называется спайк. Выглядит он вот так. Давайте еще раз, но медленней. То есть в чем смысл? Сначала вы с размаху ударяетесь о потолок. Затем, когда вас начнет отпружинивать вниз, разрывайте веревку, а потом снова цепляйтесь. Но, скорее всего, у вас получится вот так. И это произойдет в том случае, если вы оборвете веревку слишком рано, когда вас еще не начало отпружинивать вниз. Или вы все сделали, казалось бы, верно, но нажали пробел на полсекунды позже и пошли под откос. Также в этой ситуации можно сделать еще один трюк. Он называется Shadow. И сейчас мы его рассмотрим более подробно. Скорее всего, вы ничего не поняли, поэтому расскажу пошагово. Для начала мы цепляемся немного левее от обрыва. Затем делаем большой угол. А теперь вам необходимо зацепиться за нижнюю платформу. Но поскольку платформа находится слева, а веревка выстрелит в следующий раз вправо, для начала мы цепляемся за потолок. Потом тут же обрываем веревку и наконец-таки цепляемся влево. И делается все это очень быстро. Лево, право, лево. Однако бывает и так, что вы нажали вроде бы все верно, но клавиша пробел почему-то не сработала. Во всем виноват баг самой клавиатуры, он называется Keylog. В первый раз я столкнулся с ним в далеком 2003 году, когда на свет появился Need for Speed Underground. Суть данного бага заключается в том, что при одновременном нажатии стрелок вверх-влево или вверх-вправо, клавиша пробел напрочь отказывается работать. В самой игре данный баг мешал вам активировать закись азота при одновременном входе в поворот, и поэтому порой приходилось отпускать клавишу вверх. Проверить наличие или отсутствие keylog'а на вашей клавиатуре вы можете в любом текстовом поле, например в блокноте. Попробуйте по очереди две разные комбинации. Зажмите одновременно стрелки вверх-влево или вверх-вправо, а потом, не отпуская их, нажимайте пробел. Если курсор для ввода текста двигается вправо, то все нормально. В противном случае у вас keylog. Также вы можете проверить это в самой игре. Если в комбинации со стрелками клавиша пробел работает, ваш червь должен упасть. Ну и напоследок я покажу вам трюк Dragon. Блин, но почему меня в детстве отдали в группу немецкого языка? А ладно, смотрим. Итак, для начала мы цепляемся за угол ландшафта, а потом за счет сильного толчка и короткой веревки начинаем быстро лететь вперед. Ну а дальше все по старой схеме. Лево, право, лево. Только все это делается на лету. Ну а теперь вкратце пробежимся по игровому меню и начнем мы, пожалуй, с настроек. Первое, что я вам хочу посоветовать, это установить максимальное разрешение экрана. Возможно, поначалу вам будет непривычно, но потом вы поймете, что это очень даже удобно. С созданием команд и схем, я надеюсь, вы сами разберетесь. Ну еще добавлю, что в последних патчах русский язык идет по умолчанию. Раздел дополнительно. В данном разделе вы сможете настроить игру так, чтобы у вас не было искажения палитры цветов. Особо хотел бы обратить внимание вот на эти два пункта. Если возникнут какие-нибудь проблемы с цветом, попробуйте разные варианты. Ну а вот этот пункт работает, когда вы играете через Linux. Меню одиночной игры. По большому счету, данное меню совершенно бесполезно, так как есть онлайн. Однако я все же в него захожу, когда интернет не работает. Мультиплеер за одним компьютером, назовем это меню так. Здесь вы сможете произвести кучу разнообразных настроек перед запуском игры. Кстати, устанавливать более точные значения можно, зажав клавишу Shift. А в принципе это и так написано внизу, однако это почти никто не читает. Раздел вооружения. Большинство игроков волнует, как же открыть все оружие. И я скажу вам, все, что вам необходимо сделать, это выбрать нужную схему. Обычно она называется Fulcrum H. Где ее скачать, я скажу чуть позже. Далее, правым кликом можно отредактировать уже созданную команду. Помимо обычных настроек, здесь можно выбрать себе уникальный флаг или модилку. Только вот для начала вам эти модилки и флаги необходимо создать, причем в определенном разрешении и формате, затем скопировать в нужные папки с игрой, и только потом они появятся здесь.
Кстати, те, кто знает, в какую папку необходимо копировать новые игровые карты, почему-то их ищут тут, а потом удивляются: блин, где же они? Ребята, вы не там копайте, копать нужно здесь. Только делаем не левый клик, а правый. И уже только потом, в данном попадающем меню, ищем нужную карту в списке, которая является точной копией папок из директории игры. Ну а сейчас немного рассмотрим стандартный ландшафт. Существует два типа карт: закрытые пещеры и острова с открытым небом. И при помощи вот этих вот двух ползунков можно настраивать уровень детализации... Нет, уровень заковырчатости, звучит круче, наших карт. Ну и наконец-то уже пора перейти в меню онлайн-игры. Итак, что же мы здесь видим? Ну, во-первых, меню игры по локальной сети, в которой до сих пор некоторые пещерные люди зачем-то играют по хамачи. Также поле для ввода IP-адреса напрямую, на тот случай, когда при игре по локальной сети по какой-то причине не видно сервак. Ну и, собственно, сам WormNet. А лично у меня вот раздел WormNet выглядит вот так вот. Но у вас может быть и вот так, или же вот так вот. Данный вид меню вы увидите в том случае, если на вашей игре вообще не установлены никакие патчи, соответственно, поиграть по онлайну вы не сможете. Но давайте вернемся к моему меню, выберем сервер двойным кликом и услышим приветствие под фанфары. Далее выбираем общий канал, где сидит больше всего народу, и лицезреем доступные хосты со списком игроков, с которыми, кстати, можно пообщаться в общем чате или в приват. Кстати, сейчас покажу одну очень полезную вещь. Допустим, вы решили сами создать игровой хост. И хотите поиграть еще с двумя игроками, чтобы суммарно вас получилось трое и никак не больше. И вот вас вроде бы трое, все хорошо, можно начинать игру. Но к вам на хост продолжают лезть другие игроки. Что же делать? Кикните всех лишних и укоротите колонку с игроками, будто это окно в Windows. Довольно просто, не правда ли? Кстати, для создания хостов необходимо, чтобы ваш IP-адрес был внешним. В противном случае вам придется устанавливать модуль WormTit, который позволяет хостить через прокси. Ну а теперь, допустим, вы зашли на чей-нибудь хост. Спокойно добавляете свою команду. И тут хостер пишет вам какое-то странное слово, рулес или рулес, и что бы оно значило. Наверное, чувак просто поздоровался. И тут он обращается к нам второй раз, говорит: скажи рулес. Ну мы и говорим рулес. И видимо мы его чем-то огорчили, и он нас выбрасывает из игры. Но почему же? Дело в том, что для каждого вида игры есть свои правила, и их нужно знать. А слово rules в переводе с английского означает правила. И когда на просьбу say rules вы отвечаете rules, это равносильно тому, что в поле пароль ввести пароль. Иногда правила просят написать приват. Для этого необходимо для начала кликнуть правой кнопкой мыши на получателе и только потом вводить текст. И вот я ввел то самое заветное правило. Но что оно означает? Давайте я вам объясню. Режим шопер или шопер, не знаю, я учил немецкий. Точнее, я его тоже не учил, не придирайтесь к произношению. Правило данного режима. Create before attack, что означает, перед атакой обязательно нужно взять ящик. Далее, Attack from row, то есть атаковать только с веревки. Ну и наконец-таки Kill the leader, то есть атаковать лидера. В данном случае у нас лидирует синяя команда, ее мы и атакуем. Если в списке команд ваша первая, вам необходимо атаковать того, кто находится ниже вас. Данное правило было специально придумано, чтобы игроки не договаривались бить какого-то одного игрока, чтобы было все по-честному. А то, знаете, порой собираются игроки из разных стран и начинается «дави хохлов», «моча америкосов». Ну, короче, вы поняли смысл. А теперь давайте посмотрим, что будет, если атаковать не лидера. В данном случае у нас по списку лидирует желтый, но мы атакуем зеленого. И после чего нам напишут в чате «cow». И что же они имеют в виду? Коров? Да нет, не этих. И даже не этих. «Cow» означает то, что вы нарушили правила. После нарушения правил вы обязательно должны пропустить ход. В противном случае правило KTL отменяется и активируется правило KTC, то есть Kill the Cow. Все атакуют только вас. Fly Shopper. Еще одна из многих разновидностей данного режима с точно такими же правилами. Только вот помимо вышесказанных правил вам еще нужно перелететь через середину карты. Ну а так все то же самое. Сначала берем ящик и атакуем с веревки лидера. Однако и тут есть свои исключения, вроде пулемета, шотгана, лука и прочего оружия, которым никак нельзя стрелять с веревки.
Вот ими как раз можно стрелять с земли, но они попадаются обычно очень редко. VXV – мой любимый режим. Каждая буква W означает wall – стена, а буква X – это переменная, вместо которой может стоять цифра, означающая количество стен. Например, как на этой карте V3V, то есть 3 стены. И перед атакой всех этих стен нужно обязательно коснуться. Ну а так, правила здесь точно такие же, как и в шопере. И когда вы будете писать хостеру правила, добавьте к предыдущему VBA, то есть Wall Before Attack. Forts. В данном режиме ведется сражение между двумя командами, каждая из которых находится на своем форте. Правил здесь как таковых и нету, главное вести атаку только со своей стороны и не заходить на вражескую территорию. Истерия. В данном режиме опять-таки нет правил, но есть один нюанс. На ход дается всего 1 секунда. Да, тяжко придется, но когда вы освоитесь, поймете, что за 1 секунду можно сделать очень многое. Team 17. В данном режиме тоже нету правил, однако в нем своеобразная схема. Вы начинаете раунд без оружия, и чтобы его добыть, необходимо собирать ящики. Однако у вас все же есть парашют, паяльная лампа, бесконечный телепорт и еще пару вещей, которые помогут вам собрать эти ящики. Но опять-таки, игровых режимов, как и правил к ним, довольно-таки много, и чтобы сэкономить всем нам время, я снова рекомендую вам посетить вот этот вот сайт, там все написано. Пожалуй, я дал вам достаточную базу знаний, и пора уже прощаться. Вот вам список ресурсов, на которых вы сможете получить дополнительную информацию. Рекомендую посетить их все. Также вы можете вступить в мою группу ВКонтакте, в которой можно посмотреть интересные видосы, пообщаться с единомышленниками, принять участие в турнирах и многое-многое другое. С вами был Витап. До скорых встреч. Пока-пока.